Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас интересный случай с гибридным автомобилем Audi A8. Мы продали восстановленный генератор, который установили на другом сервисе, но он не заработал на автомобиле. Теперь автомобиль попал к нам по гарантии. Давайте разберемся вместе, что пошло не так. Кстати, мы также занимаемся ремонтом этих генераторов, и у нас есть обменный фонд для таких случаев. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Пробег на автомобиле 24 тысячи, 10 километров. Можно сказать, практически новый. И вот у нас какие ошибки есть. У нас есть в блоке Gateway ошибка. Генератор, электрическая ошибка. Очень странно. Она у нас подвязана, заадаптирована. Прописано, что это там при установке другого генератора необходимо указать, какой двигатель и есть ли помпа охлаждения. Это все уже сделано, но почему-то у нас она пока работать не хочет. Процедура адаптации генератора заключается в выборе ДВС и наличии помпы на охлаждение генератора в блоке CC. Если генератор не закодирован, то будет присутствовать ошибка P06130. Блок управления неправильно кодирован, и генератор, соответственно, работать не будет. Вследствие чего будет высаживаться 48-вольтовый аккумулятор. Единственное, что нас смущало в данной ситуации, это то, что у нас есть перекос по фазам генератора, который был достаточно значительный. При том, что на нормально работающем генераторе перекоса быть не должно. Вероятно, что все-таки есть неисправность в генераторе. Соответственно, это гарантийный случай, и тогда будем менять генератор, который даже не успел поработать на данном автомобиле. Но не все так просто, иначе не делал бы видео. В запущенном моторе вот такие у нас вот токи. Мотор запущен, работает. Сейчас заглушу. Вот мы мотор заглушили, включили зажигание. Вот такое значение тока у нас сейчас. Ну, соответственно, при запуске двигатель запустился. Демонтировали генератор, подключили к нему тестер, и генератор оказался полностью исправным. Так, у нас сейчас 6500 оборотов, 7000 оборотов. И когда в рекуперацию идет, начинает заряжать. То есть генератор у нас исправный. Так, подключили диагностику к генератору. И вот какие у нас ошибки. Data bus message missing. Потому что она у нас не видит автомобиль. А что у нас еще за ошибки? А ну, давай попробуем запустить. переключил. Зараз хіба верну назад. Да, сейчас не важно. Не запускается. Окей. А ну еще раз выйди, зайди к ошибке. Escape. Trouble. Те же самые ошибки. Попередньо було B2000. Загальна помилка. Угу. Короче говоря, этот генератор у нас не работает. Audi A8 у нас в работе, и, казалось бы, стандартная работа по ремонту генератора, вернее, замены генератора на отремонтированный и зарядки 48-вольтового аккумулятора, но пока что у нас что-то не ладится. Мы установили сюда генератор, была ошибка по фазе. Одна фаза показывала 1,6 ампера, а две остальные фазы показывали нормальный ток. И подумали, что некачественный ремонт генератора был. Поставили сюда другой генератор, и все то же самое. При том, что тот генератор, когда сняли, поставили на стенд, он у нас работал.
И теперь у нас пока непонятная ситуация. Два абсолютно разных генератора. Кстати, первый генератор, который мы сюда устанавливали, мы поставили на другую машину Audi A7, и она у нас поехала. Эта же машина у нас пока ехать не хочет. Пока разбираемся, в чем же дело. Сейчас попробуем сюда установить. Попробуем установить сюда другой 48-вольтовый аккумулятор. Потому что пока что в небольшом замешательстве. Что же у нас тут такое происходит? Во время диагностических процедур у нас немного разрядилась 48-вольтовая батарея, и нам пришлось ее вскрыть и вручную заряжать. Затем при проверке параметров мы обнаружили, что у одного из элементов было слишком низкое напряжение. И появилась ошибка Hybrid EV Battery A Voltage Low с кодом P0B2520. И тогда проверили фактическое напряжение элементов, чтобы узнать, неужели за 25 тысяч километров пробега этого автомобиля появилась проблема в аккумуляторе. Уже доводилось перепрошивать данные аккумуляторы после глубокого разряда, но в данном случае перепрошивка ничему не помогла. Вот, все. Вот тут проверил все вначале, а потом пошел сюда, сел, 13 ячеек себе. То есть непосредственно вход контроля, который меряет. Чтобы удобнее было и видно. Так, смотришь. Угу. Так, напряжение там, да? Все. Первый элемент. 3,59. Второй элемент 7. 7,20. То есть половина. Есть, да? 10,81. Следующий. 14,41. 18. 18,02. 21,63. 25,23. 28,84. 32,43. 36,03. 39,66. Последний. Не последний, а предпоследний. 43. И вот последний. 46. Это непосредственно пины, которые входят в контроллер. Ну, вот сюда. При том, что напряжение все на элементах одинаковое, но проблема у нас, видимо, в этой микросхеме, которая у нас отвечает за контроль напряжения. И дальше передает уже в процессор всю информацию. Но с батареей физически все хорошо, а вот что с этой микросхемкой остается под вопросом. Проблема с аккумулятором решилась заменой платы управления с донорского аккумулятора. Немножко перезарядили его, и напряжение здесь сейчас на ячейку 4 вольта. Поэтому чуть разрядим его сейчас чайничком, заодно чай попьем, и после этого можно будет ее перепрошить и собирать. Это, кстати, блок питания FNIRSI. И достаточно компактный, удобный, маленький, с таким подъемным дисплеем. Он до 30 вольт. При этом показано, сколько ватт прошло через него, какой ток идет и какое напряжение. Сейчас мы его используем не как источник напряжения, а как мультиметр. Так, когда наш чай закипит, водичка уже теплая. Аккумулятор здесь установлен LG Chem, а насколько мне известно, что достаточно много проблем с этими элементами. Вот на примере Jaguar I-Pace, когда модули сильно разбухают. Сильно пораздувало, но этот вообще сильно раздуло. И даже видно, что зазора нет абсолютно. Вследствие чего появляются проблемы с замыканием и возгоранием автомобиля. Но это другая история, расскажу о ней позже. Ну а на данном автомобиле после ремонта аккумулятора заработал генератор. Вот такая ситуация. И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишите обязательно комментарий и до скорой встречи. Всем пока!